Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем с вами читать текст, историю, которая называется «О чем?». Это история из книги для чтения «Шкатулочка» для уровня А1. Я думаю, что вы все знаете этот учебник, эту книгу. Она очень популярная, очень полезная. И мы просто на примере посмотрим, какие здесь есть рассказы. Но я сразу говорю, что они очень полезные. Итак, рассказ называется «О чем?». Здесь мы будем учить имена существительные, имена прилагательные и притяжательные местоимения в предложном падеже. Перед текстом есть вопросы, но мы сразу приступим к чтению текста. И, как вы видите, здесь не только текст, но и какие-то сложные слова или слова, которые вы еще не знаете, и перевод их на английский язык. Итак, о чем обычно разговариваем мы, русские? Обо всем? Мы говорим о политике, о работе, о деньгах, о нашей зарплате, о наших женах и мужьях, о наших детях и друзьях, о спорте, о кино, о литературе, о театре и иногда о погоде. Хотя, если честно, я думаю, что чаще всего мы говорим о погоде. И потом, наверное, на втором месте политика. Ну да ладно. Мужчины любят говорить о политике, об экономике и о спорте. Женщины разговаривают о жизни, о любви, о моде, о детях и о мужьях. Русские много говорят о своих проблемах. В России психотерапевт не очень популярная профессия. Как вы понимаете, эта книга не очень новая, и я думаю, что все-таки теперь в России это одна из самых популярных профессий, психотерапевт. Конечно, понятно, что не все люди хотят платить за то, чтобы их выслушали. Для этого все-таки есть родственники, друзья, подруги. Но все-таки в последнее время я думаю, что многие люди обращаются к психотерапевту за помощью. И ничего страшного в этом нет. У нас есть друзья и подруги. То есть почему профессия психотерапевт не очень популярная? Потому что, как я и сказала, у нас есть друзья и подруги. Друзья выслушают, поймут, дадут хороший совет. О чем мы мечтаем? О большой любви, о счастливой семье, об интересной работе и хорошей зарплате. И в конце текста у нас есть вопросы, на которые я прошу вас ответить в комментариях к этому видео. Первый вопрос. О чем разговаривают русские? Вы прослушали текст, и я думаю, что вы можете ответить на этот вопрос. Второй вопрос. О чем обычно говорят мужчины? А женщины? Третий вопрос. Почему в России психотерапевт не очень популярная профессия? И далее вопросы о вашей стране. Мне тоже очень интересно. Пожалуйста, напишите, из какой вы страны и как дела обстоят у вас. О чем разговаривают мужчины, женщины и дети в вашей стране и о чем вы мечтаете. В этой книге 98 историй, и я записала 98 файлов для прослушивания для вас к этой книге. Например, русские слова: аэропорт, паспорт, такси, банк, кафе, кофе, сэндвич, компьютер, телефон. Я понимаю русские слова. Телевизор. Я слышу. Проблема. Конституция. Революция. Демократия. Конфликт. Я знаю русский язык. Друзья, если вы хотите получить эти файлы, напишите мне. Стоимость $5. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это видео было полезное. Желаю вам удачи в изучении русского языка и отличного настроения. Пока!